Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся с воспоминаниями младшего унтер-офицера, который служил в 13-й роте 1-го полка 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Воспоминания немецких солдат и офицеров интересны с исторической точки зрения. С их помощью можно узнать, как была устроена армия нашего врага, за счет чего они получали такие квалифицированные офицерские кадры и многое другое. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. В конце 1941 года у нас в Гитлер-Югенде появился плакат. Юноши 1923 года рождения обследуются комиссией Waffen-СС. Я поговорил с моим другом, и мы, конечно, решили пойти туда, проверить, насколько мы здоровы. Утром там собралось примерно 200 человек, после обеда осталось 27. Отбор был очень строгий. В начале 1942 года я получил по почте документы, приглашения в Waffen-СС. Я их подписал и отослал обратно. 15 августа 1942 года я прибыл в Варшаву, в пехотный резервный учебный батальон Waffen-СС. Мы приехали в Варшаву, думали по пути в казарму посмотреть город, но на перроне нас встретили 4 офицера. С прогулкой по городу ничего не получилось. Мы жили в бывшей казарме польской армии, 12 человек в одном помещении. Кормили очень скудно. Единственный раз мы были в увольнении, кроме одного товарища из Баварии. Он стрелял лучше всех, и его отпускали в увольнение после каждых упражнений в стрельбе. Мы его спросили, почему ты так хорошо стреляешь? Он сказал, что у них в Баварском лесу все браконьеры. Обучение было тяжелым, ночные марши по 20 километров и так далее. 15 октября 1942 года нас построили и погрузили в транспорт, и мы отправились в свою дивизию. Мы поехали через Бельгию. Мы ехали в товарном вагоне, до нас там везли яблоки. Мы съели эти яблоки, попили воды из локомотива и приехали не туда, куда нас везли, а в Пуатье, в карантин. У нас началась дизентерия. Это была бывшая французская артиллерийская казарма. Ничего не было организовано, снабжения не было. Мы буквально висели в воздухе. Через неделю мы поехали дальше, и я приехал в Лион, в 13-ю роту. Там я проходил обучение на легкой 75 миллиметровой пехотной пушке, а также на 150 миллиметровой тяжелой пехотной пушке. Все это было хорошо, но пушки перевозили не тягачами, а на нас. Особенно хорошо было со 150 миллиметровыми пушками. Это было сделано умышленно. Мы от этого становились крепче. Когда я первый раз зашел в туалет во французской казарме, я был потрясен. Там была дырка в полу и больше ничего. Это было мое первое знакомство с туалетами французской системы. Рождество мы встречали во французском баре. Там поставили елку. Там был открытый балкон. Стояли столики на троих. На каждом столике были конфеты, шоколад и стоял кувшин с алкоголем. Я не помню, как я после этого попал в казарму. Но нас после этого заперли в казарме. И Новый год мы встречали в казарме под арестом. Потом прошел слух, что нас отправляют в Африку. Мы, мертвая голова, Лейбштандарт, Дас Райх и дивизия вермахта Великая Германия будут наступать на Александрию. Но наши машины покрасили в белый цвет, и пришел транспорт в Россию. Целью был Сталинград. Я ехал на последней открытой платформе. Там стояло 150 миллиметровое орудие. Я его охранял. Был февраль, было холодно, и я ехал на открытой платформе. Наша кухня была в первом вагоне. У меня единственный раз за всю дорогу получилось туда попасть. На вокзалах были полевые кухни Красного Креста, но там обычно никакой еды не было. В Рейсхоф, это пограничная станция между генерал-губернаторством Польшей и Россией, всего через 3 пути от меня стояла полевая кухня с супом из лапши. Мимо моей платформы проходил человек, и я у него спросил, через сколько времени мы отправимся. Он сказал, что через 5-10 минут. Я побежал в полевую кухню за едой. Между кухней и нашим эшелоном проходил санитарный поезд. И когда он прошел, мой эшелон уже ушел. Я остался полуодетый, без ремня и с миской лапши. Представьте себе, как я себя чувствовал. Я пошел на вокзал. Там мне сказали, что через полчаса идет поезд с цистернами с бензином. Он не останавливается. Я должен на ходу запрыгнуть на цистерну. Потом я ехал в товарном поезде. Потом в платформе с зенитками. Потом в пассажирском поезде.
Потом я догнал один эшелон нашей дивизии. Там мне сказали, где находится моя 13-я рота. Потом я в одной деревне нашел мою роту. Я доложился командиру роты, что я вернулся. Он послал меня к старшине. Старшина меня ужасно ругал. Сказал мне все, что он должен был мне сказать. Оттуда мы наступали на Харьков. Мы взяли Харьков и оттуда наступали на Белгород. Там нас остановили. Мы не поняли, почему мы остановились. Мы так хорошо наступали. Там мы побыли недолго, нас отвели в тыл, и я поехал в отпуск. Я съездил домой. Когда я вернулся в часть, меня послали учиться в школу унтер-офицеров. После окончания школы я опять получил отпуск, и 22 октября 1943 года я был помолвлен. После этого вернулся в роту в качестве командира орудия. Там я участвовал в печальной главе, в отступлении до Кривого Рога. Потом дальше и дальше. Во время отступления моя пушка на дороге столкнулась со штурмовым орудием, который командовал кавалер рыцарского креста. И моя пушка, и его штурмовое орудие пришли в негодность. Нам пришлось их взорвать. От моей роты к этому моменту уже практически ничего не осталось. Остался командир роты и еще буквально 2-3 человека. Командир роты не мог нас всех взять с собой. Он взял нашего водителя. А нам, со мной было еще 3, сказал, чтобы мы шли в Дубосары, и там его искали. 90 километров до Дубосар мы прошли пешком по морозу, без какой-либо еды. Там собирали маршевую роту на фронт, но нам туда не хотелось. Мы начали искать, где нам переночевать. Мы нашли комнату на 1-м этаже, прямо на главной улице, что было невероятно. Там мы из 200-литровой бочки из-под бензина сделали парилку и на стволе пулемета прожарили нашу одежду. Мы были тотально завшивлены. Однажды утром мы вышли из дома, и прямо перед нашим домом стоял грузовик с тактическими знаками нашей 13-й роты. Мы подождали, когда вернется водитель, но тут возникла новая трудность. Водитель сказал, что на мосту через Днестр машины обыскивают. Самовольно ехать в тыл солдатам запрещено. Мы спрятались в кузове грузовика под тем, что там лежало. Нас не нашли, и мы снова оказались в нашей роте. Рота стояла в одной деревне. На следующий день мы поехали в Кишинев. В Кишиневе мы разместились в казарме, сходили на представление в театр. И на следующий день меня отправили в Варшаву на курсы кандидатов в офицеры. Там было как обычно: маршировка, тактика и изучение нового оружия. Потом меня отправили в школу юнкеров в Прагу. Это было в июле 1944 года. В октябре 1944 года меня неожиданно вызвали в штаб, и там сказали, что меня немедленно отправляют в Бреслау. Там, в пехотном учебном и резервном батальоне, формируются 2 роты. Я поехал на поезде в Бреслау. Личный состав 2 рот уже там был, но пушек еще не было. Потом мне сказали, что пушек мы вообще не получим, и поэтому нас, артиллеристов, отправили в отпуск. Мою невесту тем временем призвали в армию, в военно-морские силы, помощницей в штаб. Но не на море, а в Сент-Блейзен. Это в Шварцвальде. Там был известный курорт и легочный санаторий, и там разместился штаб Кригсмарины. Она там работала. Я не мог решить, куда мне ехать. В Хильдерсхайм, к родителям, или к невесте в Сент-Блейзен. Я доехал до Эрфурта. Там объявили воздушную тревогу. Мы выскочили из поезда, попрятались по щелям и попали под американскую бомбежку. После бомбежки никакие поезда в Эрфурте не ходили, но через некоторое время объявили, что идет поезд в Майнц, так что я поехал к невесте. Я доехал до Людвигсхафена, оттуда дальше до Фрайнбурга. Там переночевал и на следующее утро поехал в Зейбрух. Там железная дорога кончилась. До Санкт-Блейзена было 50 километров. Автобусы не ходили, и я прошел 50 километров пешком. Было холодно. В Санкт-Блейзен мне очень повезло. Я нашел комнату в отеле, и меня поставили на довольствие в Кригсмарине. Из отпуска я вернулся на день позже, но когда я вернулся в роту, мне старшина сказал, что из тех, кого отпустили в отпуск, я вернулся первым. Моя невеста хотела, чтобы я на ней женился, но я сказал, что не хочу слишком рано делать ее вдовой. Мне дали в подчинение 30 курсантов, лыжных егерей. Они приставали к молодым девушкам на кухне, и я их как-то полночи гонял по сугробам. После этого они оставили девушек в покое. Потом, как вы, наверное, знаете, русские прорвались к мосту у вокзала.
Была объявлена тревога высшей степени опасности. Весь резервный батальон был разделен на две роты, которые должны были занять определенные участки обороны. Моя рота была на Одере у Ауэрест. Это на другой стороне Одера. Моста там не было, там был паром. Там было огромное количество беженцев, повозки на лошадях, скот, старики, женщины и дети. Мы получили приказ построить нашу оборонительную позицию. Сначала мы должны были строить оборонительную позицию на дамбе на Одере, но дамба была на 18 метров удалена от реки. И между ней и Одером росли кусты и деревья. Тогда мы построили позицию прямо на берегу Одера. Я не помню, как звали нашего командира роты в тот момент. Его быстро заменили, и ротой командовал Отто Люмнес из Вальдорфа. На нашем участке обороны был построен по всем правилам бункер с пулеметом МГ. Бункер был построен так, чтобы защищать изгиб русла Одера. Справа от нас, вверх по течению Одера, была полоса, примерно 120 метров, абсолютно плоская. На ней росло единственное дерево. За ней был участок обороны роты Waffen-СС, а слева от нас, там где был паром, был вермахт. Ночью мы послали разведку в следующую деревню. Там уже были русские. Мы недолго их ждали. Через пару дней они были уже перед нами, но без тяжелого оружия. Они попытались на 3 лодках переправиться через Одер там, где была плоская полоса. Мы их уничтожили. Ни один из них не выжил. Кроме того, вода в Одере была ледяная. Кто в нее попал, выплыть не мог. Одним утром мы потеряли связь с соседней ротой на левом фланге. Мы получили приказ отступить в направлении Бреслау. На нашей стороне возле парома был дом. Там жила женщина с 3 дочерями. Когда мы отступали, мы попросили ее уйти вместе с нами в Бреслау, но она осталась в доме. Я до сих пор думаю, что с ними потом произошло. В любом случае мы отступили. У нас была внезапная контратака на русских. Они полностью растерялись. Они абсолютно на это не рассчитывали. У них были огромные потери. После этого наша рота была резервом крепости. Резерв крепости означал, что мы все время ходили в ближний бой, или контратаковали прорвавшихся русских, или ходили в разведку, или стабилизировали участок обороны, потому что в Бреслау было очень много частей фолькштурма. Чаще всего мы воевали возле аэропорта Гандау, в городском районе Шмидефельд. Туда вошли русские, потому что часть под командованием Шпекмана оттуда просто сбежала. Мы ночью контратаковали русских, но весь район освободить не смогли, потому что русские стянули туда очень много сил. В любом случае, эту часть города мы удерживали довольно долго. Там был аэропорт Гандау. Там все время приземлялись самолеты Ю-52, привозили боеприпасы и вывозили раненых. Потом мы прикрывали Франкфуртскую улицу. Это очень длинная улица. На перекрестке Спиорштрассе там была насыпь железной дороги. Там оборонялся фолькштурм. И русские захватили 3 первых дома за насыпью железной дороги. Я с 10 солдатами получил приказ выбить оттуда русских. Мы это сделали, потеряв 1 человека, но захватили русскую противотанковую пушку. Потом мы получили приказ очистить Иверк-41. Иверк-41 это был огромный комплекс бункеров. 2 этажа, бетонные стены, казематы и галереи, укрытые деревьями и кустами. Его защищала часть вермахта. Русские их неожиданно атаковали и захватили весь комплекс, кроме самого большого бункера, который все еще обороняла эта часть вермахта. Нам приказали их деблокировать, пробиться через русских, которых было примерно 50-60 человек из штрафной части. Мы пошли туда, вооруженные до зубов, даже с панцерфаустами. Мы распределились по фронту и пошли в атаку, бросая ручные гранаты и стреляя из панцерфаустов. Русские открыли по нам ураганный огонь. 2 раза мы отходили в большой бункер и вызывали огонь нашей артиллерии. Мы пошли в последнюю атаку, и русские сложили оружие. От нас осталось 27 человек. Потом мы продолжали воевать примерно таким же образом. В Бреслау были большие склады с продовольствием для фронта и много тыловых частей. Все они остались в Бреслау, когда он был окружен, и из них мы получали пополнение. Но некоторые из них не умели даже стрелять. Один из нашего пополнения сказал: «О боже, я теперь Waffen-СС, я могу писать завещание». Почему было так, я не знаю, но в любом случае это известно.
Части Waffen-СС всегда применялись там, где воздух был насыщен железом. Наша дивизия никогда не стояла на одном месте. Нас все время дергали по фронту. 30 марта меня ранило осколком в бедро. Меня сразу же прооперировали в лазарете в бункере, без наркоза. Сделали 2 разреза. Один день после операции я пролежал в расположении нашей роты, на кухне. У нас там работали молодые девушки. Больше никого не было. А на следующий день я опять пошел в бой. 21 апреля я получил сквозное ранение в легкое. Меня опять привезли в лазарет. И там сказали, что по ним стреляют и что я должен отлежаться где-нибудь в другом месте. Я пошел в амбар с сахаром и лежал там. Мне повезло, у меня в течение 2 дней все время шла кровь, и с ней вышла вся грязь от ранения. Это мне потом рассказали. Потом меня привезли в другой госпиталь, в подвале гимназии. Потом пошел слух, что 3 мая мы прорвемся из Бреслау. Ко мне каждый день приходил кто-то из нашей роты, и я им сказал, чтобы они забрали меня с собой. Они это сделали, прорыв не удался, а на следующий день у меня был легкий инсульт. Наша рота занимала позицию недалеко от моста Кайзербрюке, в подвалах. Там рядом был монастырь, я лежал в монастыре, там за мной ухаживали. 6 мая Бреслау капитулировал. Снова прошел слух, что если рота не сдастся организованно, во главе с командиром роты, то нас всех расстреляют. В полночь мы построились. Девушек, которые были у нас в роте, в нашей униформе, поставили в центр колонны и пошли. 3 дня нас водили по дорогам вокруг Бреслау. Потом мы пришли в лагерь Бреслау 5 прудов. Первое, что там нам не понравилось, были австрийцы. Они внезапно объявили себя независимыми. Повесили красно-бело-красный флаг. С нами в бараках не жили, а построили себе палатку и с нами не общались. Оттуда 1000 человек перевезли в лагерь Бреслау-Хунцвик. Там меня обследовали, я получил 4-ю рабочую группу. Из Бреслау-Хунцвик 1200 человек отправили на работу в Дрезден, но только по 3-ю рабочую группу. У меня была 4-я, и я остался в лагере. Однажды утром нас вывели из лагеря под сильной охраной и погрузили в русские вагоны. Не такие, как у нас. Мы приехали в Белгород. Я там уже был. В лагерь, в котором было 1500 человек. Там нас опять, в который раз, обыскали и опять многое отобрали. Теперь о снабжении. Можете себе представить, осенью на грузовиках привезли капусту. Наши каменщики построили каменные загородки, цистерны. Капусту порезали и в них заквасили. Из остатков капусты еще 2 недели варили суп. Он очень вонял. Морозы наступили очень рано. Мы жили в полуразрушенной бывшей больнице. Спали без одеял на досках. От нашего дыхания с потолка росли сосульки. Ни отопления, ни печки не было. Только гораздо позже мы сами сложили печку. Каждое утро нас пересчитывали. Всегда несколько человек не хватало. Каждую ночь кто-то умирал. В декабре 1945 года у нас не было возможности похоронить ни одного человека. Трупы складывали штабелями, как дрова. Только весной их похоронили. Мы работали на вокзале, на кирпичном заводе. Конвоиры были очень хорошие, им тоже было тяжело. Я также работал в колхозе. Потом нас перевели в Курск, а оттуда в Чистяково, на угольную шахту. Там меня спросили, не хочу ли я работать в культурной группе, и я согласился. Мы делали все возможное, писали и играли в скетчи. Мы из культурной группы должны были поддерживать хорошие отношения с комиссаром. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Вас, эсэсовцев, перевозят в режимный лагерь. Это лучший лагерь во всем районе». Я подумал, что он издевается. Мы пришли в этот лагерь. И, во-первых, не поняли, что это лагерь. Он выглядел как нормальный жилой микрорайон. Там на окнах висели гардины и стояли горшки с цветами. Там нас принял немецкий комендант лагеря. Он спросил: «Какая дивизия?» «Тоттенкоф. 3-й блок. Доложитесь там старшине». Мы снова были у нас, в СС. Это был лучший лагерь за все мои более чем 4 года в русских лагерях. Мы работали в шахте. Шахта была в 150 метрах от лагеря. После нашей смены в шахте туда заступала русская смена. У нас не было охраны. Мы участвовали во всех социалистических соревнованиях.
и ко дню Октябрьской революции, и ко дню рождения Сталина, и лучший шахтер. Мы их все выигрывали. У нас был чудесный политический офицер. Он привез нам 30 женщин из лагеря интернированных. У нас был танцевальный оркестр. У нас был танцевальный вечер. Но я на нем не был. Была моя смена. Черт ее побери. И вот теперь сенсация. Мы получали зарплату. Столько же, сколько и русские. Я повторяю, мы получали столько же, сколько и русские. И даже больше, потому что мы работали намного старательнее, чем они. И деньги приходили к нам на счет. Но все деньги мы снять не могли. Мы должны были перечислять с наших счетов 456 рублей за расходы на нас в лагере. В июле 1948 года наш политический офицер, который не провел с нами ни единого политического занятия, потому что он сразу сказал, что нам это все равно до лампочки. Также он сказал, что до конца 1948 года в России не останется ни одного немецкого военнопленного. Мы сказали, ну хорошо, и начали ждать. Прошел август, прошел сентябрь, наступил октябрь. Нас построили и рассортировали по разным лагерям. Так было во всех лагерях в нашем районе. В этот момент мы действительно боялись, что нас всех расстреляют, потому что он сказал, что до конца 1948 года в России не останется ни одного немецкого военнопленного. В этом лагере мы не работали, но деньги из прошлого лагеря были у меня на счету. Я покупал продукты, угощал товарищей. Мы отлично провели Рождество. Потом меня перевели в другой лагерь. Я попросился опять на работу в шахту. Потом перевели в еще один лагерь, и там мы опять работали в шахте. Там было плохо, лагерь был далеко, условия были плохие. Не было кабинок для переодевания, были смерти на производстве, потому что безопасность труда была плохая. Потом этот лагерь ликвидировали, и я попал в Днепропетровск. Там был гигантский автомобильный завод, мастерские, станки из Германии. С материалами там обращались очень расточительно. Если за пару минут до конца рабочего дня привозили бетон, то его просто оставляли лежать до завтра, и он засыхал. Потом его ломали ломами и выкидывали. Готово! Мы грузили кирпичи. Все брали по 4 кирпича, по 2 под руку, а один брал только 2. Русские спросили, это что? Почему ты берешь только по 2 кирпича, а все остальные по 4? Он сказал, что все остальные ленивые, им лень ходить по 2 раза. 16 декабря 1949 года мы спали в большой казарме. Неожиданно раздался свисток и команда собрать вещи. Сказали, что мы едем домой. Зачитали список, мое имя там тоже было. Я особенно не радовался, потому что боялся, что еще что-нибудь поменяется. На остаток моих денег я купил в столярной мастерской 2 больших деревянных чемодана, 3000 сигарет, водку, черный чай и так далее. Мы замаршировали пешком через Днепропетровск. Русский комендант лагеря хорошо знал немецкие солдатские песни и скомандовал, чтобы мы пели. До самого вокзала в Днепропетровске мы пели одну песню за другой. И мы летим над Англией, и наши танки едут вперед по Африке и так далее. Русский комендант лагеря получил удовольствие. Вагоны были, конечно, товарные, но в них была печка. Мы получили достаточно продовольствия, двери не закрывали, и мы поехали. Была зима, но в вагонах было тепло, нам все время давали дрова. Мы приехали в Брест-Литовск, там нас поставили на запасной путь, и там уже стояло 3 поезда с бывшими немецкими солдатами. Там нас еще раз обыскали. У меня была фляга с двойным дном, которую я украл у русских. Там у меня был список имен 21 товарища, про которых я знал, как они погибли. Но все обошлось. В Брест-Литовске нас продержали 3 дня, и мы поехали во Франкфурт на Одере. На товарной станции во Франкфурте на Одере к нашему поезду подошел маленький немецкий мальчик с авоськой и попросил у нас хлеба. У нас было еще достаточно еды, мы взяли его в наш вагон и накормили. Он сказал, что он за это споет нам песню, и спел, когда в России кроваво-красное солнце тонет в грязи. Мы все заплакали. Железнодорожные служащие на вокзале выпрашивали у нас сигареты. Ну ладно. Нас привезли в еще один лагерь. Мы еще раз прошли очистку от вшей. Нам выдали чистое белье, русское, и по 50 восточных марок, которые мы, конечно, немедленно пропили.
Зачем они нам в Западной Германии? Еще каждый из нас получил пакетики Западной Германии. Нас посадили в пассажирский поезд, может быть даже скорый. Но дорога была одноколейная, и мы должны были ждать каждый встречный поезд. Мы в очередной раз остановились прямо у какого-то полностью разрушенного вокзала. К нашему поезду подошли люди и попросили хлеб. Мы поехали дальше в Маринборн. Там был конец пути. Утром мы перешли границу Западной Германии. Там были русские, была нейтральная полоса. Русские говорили: «Давай, раз, два, три». И мы перешли границу. Нас принимали, все были там. Политики, католический священник, протестантский пастор, Красный Крест и так далее. Там мы неожиданно услышали ужасный вопль. Как мы потом узнали, там забили до смерти одного антифашиста, который многих отправил в штрафные лагеря. Тех, кто это сделал, увела полиция. Мы были в Фринланде. Я разобрал мою флягу, отдал список из 21 имени в Красный Крест. Я прошел медкомиссию. Мне выписали демобилизационное удостоверение. На него мне поставили штампель СС. Теперь я хотел попасть домой как можно быстрее. Я пошел на вокзал, сел в поезд, потом сделал пересадку. В любом случае, 23 декабря я опять был дома. Я был рад. Англичане, конечно, нас почистили. В доме больше не было ковров, исчезла одежда и так далее. Но все получилось хорошо. Я опять был дома. Я должен был прописаться, это было в городе. Потом я пошел в социальное бюро. Я хотел получить пенсию или пособие за мое ранение в легкое. Там увидели мое демобилизационное удостоверение со штампелем СС. И сказали: «А, СС, идите отсюда, мы про вас знать не хотим». Мой дядя устроил меня работать слесарем по машинам. Потом я постепенно стал мастером. 31 декабря 1982 года я вышел на пенсию. Я активно занимался спортом. Я был чемпионом Германии по кеглям. Кеглям меня приучил мой отец. Хотя я сначала сказал, что кегли это не спорт. Отец взял меня с собой играть в кегли, а на следующий день я не мог спуститься по лестнице. У меня все болело. Так что кегли это серьезный спорт. Потом я занимался и до сих пор занимаюсь разведением птиц. У меня 3 детей. Моя первая жена умерла, а вторая со мной развелась, потому что у меня был роман с моей военной невестой, после того, как у нее умер муж. Сейчас она болеет. После операции она уже 2,5 года живет в доме для престарелых. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.